Привет! Меня зовут Ира, и я автор проекта «О русском по-русски». Сегодня у нас видео, где я ничего не рассказываю о грамматике, о лексике русского языка. Сегодня будет небольшое интервью с Наташей. Она расскажет нам много интересного о балете, который пришел в ее жизнь, насколько я знаю, давно. И вам я предлагаю послушать небольшое интервью и потом в комментариях рассказать, что было интересным, что больше всего понравилось и вообще, что вы смогли понять. Ну что, начинаем. Наташа, привет! Привет! Расскажи чуть-чуть о себе, чтобы зрители познакомились. Я преподаватель русского языка как иностранного и однокурсница Иры. Мы учились с ней вместе 6 лет, наверное, да? Я преподаю, сейчас даю индивидуальные частные уроки, но до этого 5 лет я работала в Московской государственной академии хореографии. И я уже заинтриговала зрителей, сказав, что мы будем говорить о балете. Мне кажется, что с тобой очень интересно об этом поговорить. Расскажи, как балет пришел в твою жизнь. Он пришел в мою жизнь очень рано. Когда мне было 3 года, мама отвела меня в балетную студию недалеко от дома, на самом деле, чтобы социализировать, потому что я была очень застенчивым и тихим ребенком. Но мне страшно повезло. В этой студии были невероятные педагоги, которые относились к нам не как к малышам-любителям, а занимались с нами как-то так серьезно, по-настоящему. Я заболела балетом, мне очень понравилось, я гармонично себя чувствовала в танце, и у меня были определенные способности, может быть, именно поэтому педагоги, мне так казалось, рассчитывали, что я пойду дальше, пойду в профессиональный балет. А если говорить про балет как балетный спектакль, честно говоря, конечно, я уже не вспомню, какой был мой самый-самый первый балет, но я могу сказать, что я очень много ходила в театр благодаря моей маме. Мы ходили не только на балет, мы ходили на драматические спектакли, даже мы ходили в консерваторию, прослушали всю музыкальную классику за несколько лет. И можно сказать, что я как-то с детства была погружена в искусство, спасибо моим родителям. И ты сказала, что твои преподаватели рассчитывали, что ты будешь в будущем заниматься балетом профессионально. Почему не карьера балерины? Наверное, так получилось, я сама это не выбирала. Вообще в академию или в хореографическое училище дети идут в 10 лет. То есть сначала ты все равно должен или должна пойти в обычную общеобразовательную школу. Так и получилось. Я пошла в такую школу в 7 лет, как и все. И там мне опять повезло, я опять встретила прекрасного педагога, она преподавала хореографию у младших классов. Она сразу меня заметила, пригласила на дополнительные занятия и как-то очень-очень хорошо ко мне отнеслась. И я думаю, что она очень хотела, чтобы я стала балериной, она всегда говорила об этом моей маме, но родители решили, что не стоит отдавать меня в профессиональный балет, потому что это очень своеобразный мир, очень жесткий, может быть, в чем-то жестокий. И к тому же они хотели, чтобы я получила хорошее образование, и какое-то это дало мне базу в жизни. Когда я была подростком, я немножко грустила об этом, потому что я действительно очень люблю балет, и у меня действительно были хорошие данные для него. Но сейчас я думаю, что все получилось так, как нужно, и я очень рада, что так получилось. Мне кажется, я могу дать миру гораздо больше, будучи преподавателем русского языка и работая с теми же балеринами или рассказывая людям, которые ничего не знают о балете, рассказывая им о нем. Мне кажется, я даю миру гораздо больше, чем если бы я была балериной. Я думаю, что очень непредсказуемо, как сложилась бы карьера, и получилось бы или не получилось. Вот, поэтому все как надо. Это здорово, что ты так на это смотришь. Я слышала, что мир балета профессиональный, он достаточно жестокий, очень большая конкуренция. Поэтому я на самом деле рада, что ты оказалась там, где ты сейчас. Но я знаю, что ты все равно сохраняешь свою любовь к балету. Расскажи, как он присутствовал на протяжении всех этих лет и присутствует сейчас в твоей жизни.
Да, ну когда я училась в школе, я просто продолжала танцевать потихонечку для себя. Когда я пошла в институт, я вдруг обнаружила, что можно совмещать свою любовь к балету с любовью к филологии, то есть к языку и к литературе. Мне кажется, все мои курсовые работы и дипломные работы были так или иначе связаны с балетом. Бедные наши преподаватели. Вот. И, конечно, я еще выступала на разных конференциях, тоже с балетными статьями, бедные филологи, которым приходилось это слушать. Но мне кажется, очень здорово находить такие междисциплинарные штуки, когда какая-то одна наука или одно искусство стыкуется с другим, и вот здесь вот в этом месте образуется что-то невероятное и интересное. Мне всегда было любопытно туда смотреть. Вот. Мои дипломные работы и в бакалавриате, и в магистратуре тоже были посвящены балету. В бакалавриате я писала про фольклорные и литературные мотивы в разных балетах, а в магистратуре я изучала театральные технологии в преподавании русского языка как иностранного. Вот. И потом я поняла, что хочу продолжать связывать свою жизнь с балетом. Ну, это просто есть во мне, и я не могу никуда от этого сбежать. Это просто часть моей жизни, часть меня. И как-то естественно получилось, что после института я пошла работать в Академию хореографии при Большом театре. И там начался интересный мой путь профессиональный. Мы сейчас об этом обязательно поговорим. Я просто хочу сказать, что это очень здорово, когда в твоей жизни есть что-то, чем ты так горишь. В моей жизни долго такого не было. Когда оно появилось, я поняла, что это прекрасно. Поэтому это очень здорово. Я очень за тебя рада. И давай поговорим, как проходила твоя работа в Академии при Большом театре. Правильно она называется Академия... Московская государственная академия хореографии. Мне кажется, это очень известное место среди балетных танцоров, и вообще балетная школа в России достаточно известная среди иностранных танцоров место. Как ты туда попала, как тебе там работалось, есть ли какие-то особенности работы с танцорами? Особенностей очень много, я обязательно об этом расскажу. Это правда одна из самых престижных балетных школ в мире, и действительно очень-очень многие ребята хотят туда попасть, но попадают очень ограниченное количество, только самые, наверное, способные и талантливые. Я попала туда очень просто, я просто отправила резюме и сказала, я хочу у вас работать, и меня сразу пригласили. Ну, я думаю, что у меня было неплохое резюме, вот, и это были прекрасные 5 лет, я вспоминаю их с большой любовью, мне безумно везло с учениками. Каждый из них это просто маленькая звездочка, прекрасный, интереснейший человечек, такой маленький космос для меня. Они ужасно интересные, они ужасно трогательные в чем-то. Они живут в очень действительно сложном мире, и мне всегда хотелось их поддерживать. Если говорить про особенности, то, наверное, самая большая особенность заключается в том, что преподаватель русского языка не является только преподавателем русского языка. Работая с детьми, а я работала с детьми от 11 до 20 лет, то есть достаточно такой большой разрыв, работая с детьми, которые оторваны от дома, от мамы, которые приехали в страшную холодную страну, где говорят на непонятном языке, для них ты, преподаватель русского языка, как такой значимый взрослый, к которому они могут обратиться за советом, за помощью, потому что в академии еще немногие говорят по-английски, и им очень трудно бывает объясниться. Вот. И ты становишься для них такой, второй мамой, что ли, и плакательной жилеткой, и психологом, и самым преданным фанатом. Так что очень расширяются границы роли, нас связывает совсем не только язык, а гораздо больше, и эти отношения мы проносим, конечно, через всю жизнь. Я продолжаю любоваться своими выпускниками и писать им, какие они замечательные и классные. Если говорить
про другие особенности, то, мне кажется, первое, на что ты обратишь внимание, если зайдешь туда, то, что у нас танцующие коридоры. У нас на 3-м этаже, где дети изучают общеобразовательные предметы, обязательно кто-нибудь кому-нибудь показывает какую-нибудь комбинацию или слушает какую-нибудь музыку. Такая творческая, немножко хаотичная, но приятная атмосфера, которая мне очень нравится. Вот. А на 2-м этаже у нас вообще в коридоре разложены ковры, потому что там балетные классы, и на этих коврах все лежат и тянутся. То есть если ты там идешь, то ты через детей переступаешь. Это сначала странно, но потом привыкаешь. Тянутся на уроках. Иногда бывает, что они не успевают как следует разогреться. Очень важно балетному артисту разогреть тело перед занятием, иначе получатся травмы. И перемены маленькие, поэтому они обычно сидят по одному, чтобы разложить ноги в шпагат или в полушпагат на стульях. Да, один раз меня даже попросили, можно я лягу на пол и потянусь? Ну, я говорю, попробуй. Потянулась, но быстро поняла, что это немножко неловко, и встала. Вот. Разрешала детям есть на занятии, потому что, опять-таки, не успевают, и я всегда иду к ним навстречу. Очень часто забирают ребят на репетиции неожиданно с урока. Ты там распланировал все, решил, кто с кем будет в парах, или решил дать тест, а нет, репетиция. Это сначала, конечно, очень так обижало как-то, как будто неуважение есть к твоему предмету. Он не такой важный, как балетный, но со временем привыкла. Вот. И, наверное, какие еще у нас интересности? Ну, интересности в том, что у нас дети очень необычные, они внешне очень красивые, очень тоненькие, такие хрупкие. А малыши ходят в форме специальной. Что еще рассказать? Это очень интересно. Я уже понимаю, что это какой-то другой мир. Это совсем не похоже на университет, где я работала, абсолютно. А вот как ты думаешь, если бы туда пришел преподаватель русского языка как иностранного, который не интересуется балетом, ему было бы там тяжело, наверное, да? Я думаю, что ему было бы тяжело установить контакт с детьми, потому что надо понимать, что эти дети с понедельника по субботу с 8 часов до 6 танцуют, а иногда у них еще репетиции вечером или они участвуют в спектаклях Большого театра. Для них балет — это вся жизнь. Они немножечко ограничены вот в этом своем мирке, и, мне кажется, с некоторым иногда опасением и страхом относятся вот к этому большому непонятному внешнему миру. И, конечно, если есть человек, который будет для них таким безопасным проводником, это в разы лучше, чем если он будет пытаться рассказывать им про что-то, что им совсем непонятно. Это было одной из причин, почему я решила написать учебник для артистов балета, для ребят, потому что было странно читать с ними тексты о том, с чем они вообще никогда не соприкасаются. А тут мы получили возможность изучать язык и узнавать культуру, но через то, что они любят и то, что они понимают. Я обязательно оставлю ссылку на учебник в описании видео, если вы интересуетесь балетом или хотите начать им интересоваться, думаю, будет полезно. И, насколько я понимаю, ты сейчас уже не работаешь в академии, ушла в свободное плавание или решила уйти в какую-то другую школу, университет? Так получилось, не то чтобы я сама ушла, так сложились обстоятельства. Сейчас я работаю как частный преподаватель, но в основном, опять-таки, с балетными детьми. Так получается, что они меня находят, хотя я работала и со взрослыми, и с очень разными людьми разных специальностей. И еще я сейчас занимаюсь своим небольшим каналом. У меня есть канал, он называется Russian for Dancers. Он очень балетный, я должна сразу предупредить. Сначала я сделала его для того, чтобы у иностранцев, которые любят балет и изучают русский язык, были хорошие, адекватные, качественные материалы,
потому что, опять-таки, хочется читать про то, читать или слушать, или говорить про то, что ты любишь, но когда нет материалов, ты очень ограничен. Вот, и я постаралась это сделать. У меня были видео разные, там, с лексикой про части тела, про то, как устроен балетный урок, про то, какие замечания можно услышать от педагога, очень много разных. Но сейчас у меня появляется такой внутренний интерес к тому, чтобы попробовать немножко расширить эту историю и попробовать рассказывать больше балетных историй, каких-то интересных фактов, которые понравятся не только иностранцам, но, может быть, будут даже интересны носителям языка или тем иностранцам, которые очень далеки от балета. Мне кажется, что этот канал — это такая возможность впустить их в этот очень закрытый мир и как-то безопасно и интересно провести по нему. Вот, поэтому я буду пробовать. Как раз у меня на этой неделе выйдет видео такое экспериментальное про то, как полюбить балет. И через месяц у меня выйдет видео, которое я сама очень люблю, про сравнение балета и гимнастики. Мне было безумно интересно в это погружаться, безумно интересно это готовить. Вот. И я хотела еще сказать, что вот твой канал, он очень широко охватывает, да, сферу преподавания. У тебя там есть и по лексике видео, и диктанты, и грамматика. Я, наверное, не такой талантливый человек, я не могу взять настолько большой масштаб, и поэтому я сосредоточилась в основном на лексике и на каких-то историях, потому что мне кажется, что грамматики и без меня достаточно, все могут прийти к тебе, у тебя потрясающие видео, и просто я не понимаю, зачем делать еще, если есть такие хорошие вещи. Вот. И поэтому я решила сосредоточиться на том, что мне интересно, что я хочу дать, что я хочу очень-очень, чем я хочу поделиться с миром, и надеюсь, что из этого что-то выйдет. Я тоже очень на это надеюсь. Я уверена, что твоя аудитория тебя найдет. Я думаю, что многие люди, кто изучает русский язык, или любят уже балет, или хотят посмотреть хотя бы один балет и начать его любить, потому что балет, русский балет — это неотъемлемая часть нашей культуры, поэтому я уверена, что твои зрители тебя найдут. И ты сейчас сказала про сравнение балета и гимнастики, я теперь жду это видео, потому что мне тоже интересно. Я люблю балет, но как, знаешь, такой диванный критик, посмотреть выступление на сцене и сказать, что мне понравилось, а что не понравилось. Я не знаю ни как называются движения, какие-то некоторые, тем более не знаю, как правильно, а как неправильно сделать, поэтому я на таком уровне люблю балет, но мне все равно интересно будет посмотреть с профессиональной точки зрения на балет. Я хочу сказать, что чтобы любить балет, не надо его знать и глубоко понимать, потому что балет — это искусство, а искусство всегда про эмоции, про то, что ты чувствуешь. Ты смотришь на балерину и думаешь, как это красиво, у меня защемило здесь в сердце, и это самое главное. Не надо знать название движений, чтобы это любить, поэтому я всех очень призываю, не бойтесь, пожалуйста, пробуйте смотреть балет, это прекрасно. Спасибо, Наташа, большое. Я надеюсь, что, может быть, мы сегодня кому-то открыли вообще новую сферу в жизни, и сейчас следующей вкладкой будет открыт балет, может быть, «Лебединое озеро» или какой-нибудь другой, просмотрен. Я надеюсь, что это интервью помогло кому-то найти твой канал. Может быть, кто-то давно искал, как же говорить о балете на русском, никак не мог найти, и вот мы сегодня помогли это сделать. Спасибо тебе огромное. Я обязательно оставлю все, о чем говорила Наташа, и ссылку на ее канал, и на учебник в описании видео. Так что не стесняйтесь, открывайте, смотрите, интересуйтесь балетом, начинайте любить балет. Наташа, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе за то, что пригласила. Очень приятно. Всем желаю, как всегда, удачи в изучении русского языка и до встречи в новых видео. Пока-пока.